Всем привет! В этом уроке давайте разберемся с нашими env-переменными, которые одновременно есть и на фронтенде, и на бэкенде. Вот, у нас сейчас много где есть вот такие вот строки. Ну, и это нехорошо, потому что мы и типов их не знаем, и вообще, ну что это такое? Давайте сделаем нормально. Для этого в shard package тоже создадим файл env.ts. Не файл, env.ts. Причем в shard мы не будем создавать .env файлы, потому что shard у нас просто собирательный, да, он берет их из бэкэнда и из фронтенда. Вот здесь нам нужно просто их провалидировать. Что нам здесь понадобится? Мы сначала определяем вообще сам объект с этими env'ами, поэтому мы называем его сырой. Вот, и все очень по-простому определяем, как они здесь должны образовываться. Он должен браться или оттуда, или оттуда. Потом определяем наш zot-объект, так же, как и в других NFTS файлах, и парсим сырые в уже типизированные. Вот, и получаем такой объект. Ничего принципиально сложного. Теперь нужно это применить. Так, давайте сделаем. Так. Import shard env from env. Хорошо. Cloudinary cloud name нам тогда здесь больше не нужно. И мы можем просто сразу сюда его подставить. Cloudinary cloud name. Ага, отлично. Ну, и это можно перенос строки еще поставить. Так, дальше, где еще нам это нужно? В S3. Так, в S3 давайте добавим. Ага. Отдельно нам эта переменная больше не нужна. А здесь S3 URL. Хорошо. Так, потом у нас еще web-app Так, где? В роутах, в pump get route. Utils. Utils pump get route. Вот здесь. Так, тоже импортируем shard URL, но уже из пакета shard-env, из пакета shard. Отлично. Угу. Так, и тогда base URL нам, в принципе, здесь тоже не нужен, а нам нужно вот здесь вот использовать web-app URL. Так, отлично. Так, что где еще? Так, принципиально в файлах заменили. Давайте проверим, нормально ли у нас вообще сейчас backend-frontend запускается. Backend-frontend. Так, запускается нормально. Что у нас в браузере? В браузере работает нормально. Давайте тест проверим. npm тест. Ага, с ошибками. Так, ну давайте отдельно на бэкэнде вызовем. npm btest и увидим в нормальном формате ошибки. Тесты пофейлились. Так, ну здесь вообще момент такой. Когда хотим прогнать тесты, нам нужно не забывать вызывать миграции тестов. У нас для этого есть скрипт PMT. Вот напоминаю, в бэкэнде вот PMT. Prism Migrate Deploy для тестов. Так, давайте вызовем и прогоним тесты еще раз. PNPM btest. Так, на бэкэнде они работают. PNPM Web App Test. Ага, так, вот тут ошибка. Смотрите, на что он нам ругается. На pump get route. И говорит, что Cloudinary Cloud Name не найден и S3 URL не найден. Так, а почему? Момент. Хорошо, а происходит это вот почему. Когда мы вызываем этот тест, у нас вызывается в том числе эта функция. Эта функция запрашивает shared env.
SharedEnv пытается найти вот эти вот переменные. WebApp URL он находит, по нему ошибки нет, потому что мы WebApp URL вот тут вот принудительно задали, да? А остальные env-переменные туда не попадают, потому что у нас нигде не вызывается скрипт, отвечающий за подтягивание этих env'ов из env-файла. В связи с этим нам нужно вообще поправить наш package.json и способ запуска скриптов, запуска тестов. Сейчас мы запускаем просто jest, но в юнит-тестах env-переменные вообще не образовываются, потому что там мы не импортим env. Нам нужно дописать следующее. Используем .env cli и, как обычно, прокидываем .env файл и переписываем его тем, что есть .env.test. Так, вот сейчас это должно, по идее, сработать. Хорошо. Так, уже неплохо. Какая теперь ситуация? Теперь ситуация такая, что мы перезаписали это в процесс env, а потом... Так, момент. Да, у нас в webApp URL подставился не вот этот. Почему подставился не вот этот? Мы же вроде бы указали. Потому что если мы обратим внимание на sharedEnv, то в webApp URL сначала попадает то, что лежит в white webApp URL, а если там ничего не было найдено, то уже webApp URL. Вот. И в связи с этим нам нужно не так эту строку записать, а давайте прям сразу в самом sharedEnv это и поправим. То есть будет вот так вот. Это мы стираем. Это нам тоже не надо. Вот. И здесь пометка такая. sharedEnv удалил. Так. Импортируем sharedEnv и уже в самом sharedEnv меняем то, что нам нужно. Вот так будет. Импорт sharedEnv. А здесь вот так вот. Так, еще раз запустим. Так, PNPM B-тест. Тут тоже все работает. Ну, и раз уж мы занялись env'ами, я предлагаю еще кое-что сделать. Сейчас, если поглядеть, где мы вообще этот env импортируем, может оказаться, что в некоторых местах мы его импортируем ниже, чем что-то другое. А наш файл env отвечает за то, чтобы подгрузить эти самые env-переменные. И может такое случиться однажды, что в вашем файле что-то используется, а там еще не были загружены env-переменные, и это будет нехорошо. Поэтому вообще правило должно быть такое, если вы загружаете env, вы загружаете их раньше, чем что-либо другое. То есть нам нужно поправить порядок импортов, чтобы env всегда был здесь. Но сейчас ESLint ругается и пытается его передвинуть. Вот. Просто на будущее это сразу сделаем, чтобы потом проблем никаких не было. У нас уже, в принципе-то, все готово. Это нас интересует в бэкэнде. Заходим в ESLint.rc, и вот здесь мы уже делали определение порядка для интеграционных тестов. И вот точно по такой же логике говорим, что файлы, которые кончаются на /env, нужно вставить перед билтинами. А билтины у нас идут в самом начале. То есть это вообще попадет в самый верх. Все, мы это сделали, и можем теперь посмотреть на какой-нибудь файл, где это было не так. Все сделали. Чтобы сразу автоматически поправить это во всех файлах, можно вызвать pnpm, blint и 2 фикса. Ну, у вас при коммите бы и так эта команда вызвалась. А так вот, видите, было 8 файлов отредактировано. Вызвали фикс. Стало 18. Он везде просто причесал вот этот вот порядок. Правильно же он причесал? Да, env везде поставил вверх. Отлично, с sharedEnv'ами разобрались и можем двигаться дальше. Всем спасибо.